Алый шелковый платочек, яркий сарафан в цветочек, упирается рука в деревянные бока, а внутри секреты есть, может 3, а может 6. Разрумянилась немножко, это русская матрешка. Здравствуйте, дорогие мои хендмейдеры! С вами я, Ксения Назарова, и мы на творческом канале «Красота в деталях». И как вы уже догадались, наверное, сегодня речь пойдет о русской матрешке. Сегодня мы будем делать эту куколку, русскую нашу исконную, наш русский сувенир, из фоамирана, синельной проволоки и других материалов, о которых я расскажу подробнее вам в самом видеоуроке. Посмотрите внимательнее на этих прекрасных русских матрешек. Я, если честно, не могла остановиться и сделала 4 разных варианта. Хотела сделать еще, но вовремя остановилась. Вот посмотрите, эти игрушки можно делать, в принципе, из любого материала. В видеоуроке даны шаблончики. Можно делать их из картона, из фетра, из фоамирана, эко-кожи, различной ткани, если вы подложите под нее картон. Декорировать тоже можно чем угодно на ваше усмотрение. И посмотрите, если, например, вы свою новогоднюю елочку с обычными, ну вот такими обычными елочными шариками разбавите вот такими куклами-матрешками, ваша елка превратится в авторскую новогоднюю елочку. Также такие сувениры можно дарить друзьям на новогодние праздники. Делать их совсем несложно. Можно привлекать к творчеству деток. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем наш видеоурок и сделаем эту красоту. А я хочу сказать своим подписчикам большое спасибо за ваши комментарии, за ваши комплименты, теплые слова мне и моему творчеству. Это очень меня вдохновляет. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И давайте начнем творить красоту к Новому году. Итак, друзья, начнем наш мастер-класс. И сегодня мы с вами сделаем новогоднюю игрушку на елку, подвесную матрешка. Представляю вашему вниманию вот такой шаблончик. И вот я вырезала уже все детали. Использовать я буду в своей работе фоамиран глиттерный, фетр. Можно использовать для изготовления этой игрушки абсолютно все материалы. Картон, ткань с красивым принтом, бархатный картон. Сейчас очень большой ассортимент материалов для хобби и творчества. Вот такие вот детали у меня уже заготовлены. Основной, если вы хотите, чтобы матрешечка была более плотная, можно проложить под фетр картон, либо сделать, вырезать 2 детали, вот такие, сделать двойной фетр. Как мы будем составлять ее, вот сейчас я вам покажу. Вот таким вот образом мы наклеим детальки одну на другую. И затем будем декорировать. Мордочку я вырезала из фетра и буду ее расписывать. Сейчас подробнее расскажу и покажу, как. Далее важный элемент, который придаст нашей игрушке законченность, это синельная проволока. Я взяла красного цвета. Сейчас очень большой ассортимент в магазинах синельной проволоки. И вот таким образом мы будем потом оклеивать нашу игрушечку. Матрешку можно сделать как одностороннюю, так и двустороннюю. Если вы хотите, чтобы с разных сторон, можно сделать даже разные цветовые сочетания. Мне кажется, будет очень интересно и красиво. Итак, все детальки уже готовы. Ссылочка на этот шаблон в формате А4 будет в инфобоксе под этим видео. Вы можете скачать и украсить новогоднюю елочку такими матрешками. Итак, я буду делать вначале. Склею 2 детали из фетра. Можно также использовать эко-кожу. Сейчас большой ассортимент с блестками и так далее.
Выступающие части можно подровнять, подрезать. Хотя синильная проволока в любом случае все это закроет, все шероховатости замаскирует, и игрушка будет смотреться аккуратно. Итак, это лицевая часть нашей матрешки, это изнанка. А теперь добавим немного блеска новогоднего. Так, у нас одна деталь накладывается на другую, поэтому вот таким вот образом. Поэтому сначала мы приклеим такой передничек для нашей матрешки, и потом уже будем делать косынку. Ну вот, друзья, основа для нашей матрешки готова. Теперь осталось придать ей изюминку, а именно личико, потому что, конечно, выражение лица матрешки, какое оно будет, это самое главное. И далее мы будем уже добавлять множество мелких красивых деталей. А насчет мордочки, что хочу сказать. Я не художник, и не сразу получилось у меня такая мордашка, как мне хотелось бы. Вот я вначале себе нарисовала на листочке бумаги карандашами. Я тренировалась, честно скажу. Кто не художник, не падайте духом. Где-то вот я рисовала различные мордочки карандашом на фетре, чтобы уже быть уверенным, что личико будет такое, какое мне нужно. Вот она такая, у меня матрешка моя будет такая, зажмурившаяся от счастья, улыбающаяся. Можно пририсовать ей зрачки, и тогда глазки у нее будут открыты. Это уже как больше вам понравится. Итак, что я использовала для росписи матрешкиного личика? Коль у нас фетр или фоамиран, лучше всего, конечно, использовать вот такой вот акриловый контур. Если его нет, можно вырезать реснички и глазки из черного фоамирана и губки наклеить. Если гладкий материал, эко-кожа, можно взять тонкую кисть и расписать теми же акриловыми красками кисточкой. Вот. Значит, у меня в наличии черный есть, золотой и белый. Губки я буду делать просто вот акриловой красочкой и тонкой силиконовой кисточкой. Прочерчу вот такое вот очертание рта. Итак, приступим. Надеюсь, не дрогнет моя рука. Чем хорош акриловый контур, он дает еще дополнительную фактуру, потому что он застывает и становится таким вот, он объемный, в отличие просто от акриловой краски. Когда личико вы распишете, нужно дать некоторое время для того, чтобы высох контур. Теперь займемся губками. Возьму акриловую краску.
Ну вот, губки вроде бы у нас готовы. Осталось нам нанести румянец. Для этого я возьму небольшой кусочек розового фоамирана тонкого, шириной 1 мм. И нужно вырезать 2 овала для щечек. Заранее можно себе их обозначить тоже. Можно было бы тоже щечки нарисовать просто акриловой краской, но мне больше нравятся вот такие фактурные. И теперь на маленькую капельку клея можно поэкспериментировать с выражением личика. И вот, например, одному личику можно раскрыть глазки. Просто добавляем. И сделать немного другие губки. Сейчас попробуем. Более классические матрешечьи губки бантиком. Опять же, я не художник, я только учусь. Главное не бояться экспериментировать. Ну вот, самое ответственное дело у нас завершено. Напишите мне в комментариях, какая мордашка нравится вам больше. А я еще пока не решила. Когда матрешка будет готова, в самую последнюю очередь мы посмотрим, какую захочет она себе мордашку. Это мы отправляем сохнуть. И сейчас займемся самым приятным занятием в нашей матрешке — это ее декорированием. Здесь, друзья мои, моей фантазии нет предела абсолютно. Что можно использовать? Помимо, как я уже сказала, синельной проволоки, которой мы будем делать контур, попадет, нам пригодится, собственно, все, что есть, все, что представляют нам магазин рукоделия, а именно различные полубусины на клеевой основе, бусины на нити, какие-то декоративные шнуры. Все это может сделать нашу матрешку прямо дизайнерским таким украшением, именно на ваш вкус. Очень хороши такие вот кружевные элементы, которыми можно декорировать матрешечку. Различные цветочки. Это тоже кружевные элементы, продаются в тесьме такие цветочки. Кусочки кружева, кружевной тесьмы. Стразы на цепочке. Все, полубусины различные. Так, вот у меня полубусины. И сейчас посмотрим. Вот такое вот кружево красивое у меня есть. И можно декорировать, сделать имитацию росписи такой, украсить передник цветком. Вот такой вот кружевной элемент тоже я вырезала. Что если мы сделаем так? Этим тоже различные полубусины у меня есть. И сейчас мы с вами будем смотреть,
тоже больше подходит. Опять же, это дело вкуса каждого. Даже можно вот такими миниатюрными помпончиками выложить передник, тоже будет очень объемно, прикольно смотреться. Я сейчас буду смотреть. Важный момент, если у вас вот такие вот пластиковые полубусины, лучше клеить их на клей-момент кристалл, либо на вот такой клей для страз. Как-то душа лежит у меня больше вот к таким пушистикам. Тут дело вкуса. Каждый делает, как он видит. У каждого своя красота. У каждого из вас получится своя авторская матрешка. Итак, наклеиваю кружевной элемент. Для пластиковых полубусин воспользуюсь клеем для страз. Можно добавлять еще что-то, но основной декор у нас готов. Может быть, мы дополним. И сейчас я покажу, как мы поступим с синильной проволокой. Чтобы был контур более четкий, я сплету 2 проволочки между собой и оклею по всему контуру нашей матрешки. Воспользуюсь кусачками, чтобы лишнее убрать, и в стык приклеить нашу проволоку. Ну и теперь самое главное, примерим нашим матрешкам разные личики. Можно такое, как кому больше нравится. И можно контур личика тоже задекорировать различным образом. Допустим, наклеить вот такие вот стразы. Итак, друзья, готова наша мордашка. Я не поленилась, оклеила ее такими стразами, полубусинками. И теперь осталось самое главное — установить нашу
нашу мордочку. Мне хочется ее вот так сделать, немножко наискосок. И приклеить петельку, за которой мы повесим нашу елочную игрушку. Такая матрешечка получилась. Теперь мы возьмем шнурочек и сделаем петельку. Ну вот, готова наша русская красавица, наша девочка-матрешечка. И сейчас покажу вам, какие еще варианты декора можно сделать. Фантазия ваша здесь просто безграничная. Я еле-еле остановилась. Хотелось мне еще наделать таких матрешечек, но представляю вашему вниманию еще остальных девочек, которые я сделала. Посмотрите, все они разные. Здесь использованы кружевные элементы, кусочки синтетического тонкого кружева тесьмы. Здесь серебряная синильная проволока, тоже полубусины, снежинка здесь приземлилась. Такая девочка. Для цветочка на переднике у нее использовала фоамиран, вот такой интересный, с очень красивым принтом, который я разглядела в одном магазине для рукоделия и успешно использую в своих новогодних поделках. Здесь у меня, как я уже показывала, вот элементы такого вот красивого кружева. Здесь у нее веночек такой на голове, тоже из того же кружева. Также в матрешке можно использовать не только фетр или фоамиран, но и ткань с интересным принтом. Вот в этой матрешке я использовала ткань для основы с такими рисунок огурцы. Очень красиво получилось. Вот такие вот девочки у меня получились, и у вас, конечно же, получится. И если разбавить новогодние шарики на елке такими матрешками, елка у вас получится авторская и очень-очень красивая, интересная, оригинальная. Можно дарить этих матрешечек в подарок. Весь перечень материалов, которые могут быть использованы в создании нашей елочной игрушки матрешка, будут перечислены в инфобоксе под данным видео. Также в инфобоксе будет ссылочка на шаблоны наших матрешек. Благодаря этим шаблонам вы можете сделать матрешку свою практически из любого материала. Желаю всем приятного творчества и прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Пока.